Здравствуйте, я Илья, и я офисный планктон. А я Андрей, и я тоже офисный планктон. Мы очень любим дорогие игрушки и крутые тачки. Да, например, у меня Mini Countryman версии S. Этот пацан думает, что у него крутая тачка. Что там у тебя? Ну так, это по работе. Но теперь это не имеет никакого значения. Потому что мы решили купить себе мотоциклы. Самые лучшие мотоциклы. Добрый день. Здрасте. Вам что-нибудь подсказать? Я хочу купить у вас мотоцикл. А до этого ездили на мотоциклах? Нет, это первый мой сезон. Вы что-нибудь присмотрели? Самое лучшее, самое быстрое. Самый лучший вот H2. Я думаю, что вот это вот. Отличный выбор! Сейчас, извините, по работе. Сейчас, секунду. А вы знаете, я в принципе готов рассмотреть другие варианты. Первый мотоцикл, он должен быть дружелюбным. Ну и вообще, мотоцикл, мне кажется, это такая вещь, она накладывает чувство ответственности, да, за обладание им. Я разумный человек, и я как бы должен трезво оценивать свои навыки. Поэтому, наверное, мы рассмотрим менее мощный какой-то экземпляр. Так наши герои, вопреки первоначальным планам, выбрали для себя чуть ли не идеальные мотоциклы для начинающих райдеров. Среднекубатурные Kawasaki Z650 и Ducati Monster 797. Итак, с чем же столкнутся покупатели этих мотоциклов? Для начала рассмотрим Kawasaki Z650. Появившись на свет в 2006 году, его предшественник Kawasaki ER6N задал новые стандарты легких и маневренных городских мотоциклов с интересным характером и живым мотором. Рестайлинг 2010 года коснулся внешнего вида, а в 2012 году появилась совершенно новая модель с принципиально иной рамой и эргономикой. И вот новая версия знакомого родстера с новым названием. Первое, что бросается в глаза – кардинально измененная эргономика. Намеки на спортивную высокую посадку и низко опущенный руль ушли в прошлое. Сиденье на новом Z650 заметно ниже, чем у Ирша и большинства одноклассников. С одной стороны, это делает его лучшим выбором для коротышек и миниатюрных барышень. С другой стороны, заставляет заметно сгибать ноги рослых парней. С предшественника на Z650 перекочевал узкий, как клепон из спортбайков, руль. Второе, что замечает райдер, это звук выхлопа. На холостых оборотах это тот же стрекот швейной машинки, что и на Ирше, но стоит поддать газу, как из глушителя вырывается басовитый рык. С таким звуком и прямоток ставить не захочется. Мотор лишь отдаленно напоминает своего предшественника на Ирше. Теперь он соответствует требованиям Евро-4, из-за чего показатель пиковой мощности упал с 71 до 67,3 лошадиных сил. Зато низы и середина стали более сочными. А в завершение ко всему, разработчики укоротили трансмиссию, сделав мотоцикл еще более веселым и отзывчивым на ручку газа. Кстати, теперь Kawasaki на своих новых моделях добились такой легкости выжима рычага сцепления, что это без сомнения стоит причислить к новым фишкам мотоциклов зеленого бренда. Так что теперь сам процесс переключения передач на Z650 способен доставить немалое удовольствие. Но больше всего изменился характер управляемости. Это совершенно другой мотоцикл. Новая рама стала легче на 10 килограммов. Маятник почти на 3, весь мотоцикл похудел почти на 17. Учитывая пониженное сиденье и очень низкий центр тяжести самого мотоцикла, момент инерции при перекладках и рулении по меркам современной техники просто ничтожный. Учитывая отказ от сложной кинематики задней подвески с боковым моноамортизатором и установку менее вычурной центральной пружины, рулежка байка стала одной из лучших в классе. А многолетний опыт компании и отточенные на ER6N технологии позволили идеально сбалансировать все составляющие шасси. Ducati Monster 797 совсем другой мотоцикл.
За классическим силуэтом, повторяющим пропорции старших моделей Monster 1200 и Monster 821, замаскированный двигатель и шасси, построенные на основе модели Scrambler, дебютировавшей 2 годами ранее. И с более ранними монстрами для начинающих 696 и 796 его роднит разве что маркетинговое позиционирование. Садясь на Ducati, мы сразу понимаем, что это большой и серьезный мотоцикл. Высота по седлу аналогична модели 821. Широкий руль вынесен достаточно далеко вперед, а форма бака и рама максимально стилизованы под большие старшие монстры. Несколько смущает ограниченный угол поворота руля. Это вызвано пухлыми обводами передней части бака, которой руль при повороте и без того прижимается слишком близко. Почти всех современных монстров коснулась эта особенность. А заметный вынос подножек вперед немного навевает ассоциации с круизерами. Но едва тронувшись, умелый райдер сразу же почувствует, что на этом мотоцикле установлены подвески совершенно иного уровня. Передняя вилка Каяба спереди и мономортизатор Сач сзади работают превосходно и в наклонах, и на прямой. Уровень ощущений сравним с работой подвесок на топовых стритфайтерах ведущих производителей. Все неровности доходят до руля округлыми и мягкими толчками, а на дуге мотоцикл стоит как на рельсах, даже не думая игриво рыскать и раскачиваться. Также восхитительно работают тормоза. Моноблоки Brembo уже давно не нуждаются ни в особенном представлении, ни в рекламе. Единственное, что стоит отметить, это заметный клевок при резком сбросе газа и одновременном начале торможения. Но к этой особенности достаточно быстро привыкаешь и перестаешь ее замечать. Что касается моторчика на Монстре, это старый добрый Desmo Due с воздушным охлаждением. Нормативы Евро-4 утрамбовали его мощность до совсем уж скромных 75 лошадиных сил, но с учетом более растянутой трансмиссии его динамика в городе полностью аналогична Kawasaki Z650, хотя максимальная скорость у Ducati несколько выше. Приборная панель пафосная, но малоинформативная, с отсутствующим указателем уровня топлива и температуры двигателя, а о такой приятной мелочи, как индикатор включенной передачи, приходится только мечтать. Стоит отметить, что на Kawasaki Z650 все это предоставлено в полном объеме, что будет достаточно серьезным подспорьем, особенно для начинающих райдеров. Итак, в городе Kawasaki получает преимущество по всепролазности за счет узкого руля и очень низкого центра тяжести. Но если место перед вами немножко больше, чем между столкнувшимися КАМАЗами, то Ducati сделает управление мотоциклом на высоких скоростях гораздо приятнее. А что будет с ними, если загнать наших подопытных в предельные режимы? Kawasaki на удивление легко выполняет все, что от него требуется. Нет ни лишней раскачки, ни глубоких клевков. Рамы и подвески прекрасно дополняют друг друга. Конечно, их жесткость несравнима с более дорогими моделями, зато это помогает сглаживать ошибки новичков в опасных режимах. Задний моноамортизатор можно отрегулировать только если разобрать пол мотоцикла, но его заводские настройки можно назвать оптимальными. Мотор очень радует вкусной серединой, на которой вывозят из любых поворотов. А резиной Dunlop D214 оснащаются в стоке такие мотоциклы, как Kawasaki Z1000 и Honda CBR 600RR. И наследнику Ерша ее хватает за глаза. Ну а проскальзывающее сцепление на таком доступном мотоцикле раньше вообще не было принято устанавливать. Его нет даже на том же самом CBR 600RR, поэтому сбрасывать передачи можно даже в поворотах. Блокировка заднего колеса вам не грозит. Ducati, едва вы начнете вваливать, мягко ложится на глушитель в правых поворотах. Слава богу, благодаря вынесенным вперед подножкам, вашу ногу не зажмет между ним и асфальтом, как это происходило на первом Monster 1200. Но если вы четко контролируете угол наклона мотоцикла в правых виражах, то подвески порадуют куда большей стабильностью и линейностью. Настолько большей, что невольно захочется их подрегулировать. Казалось бы, всего пару кликов на передней вилке, и мы порвем вон тех парней на спортивных 600-ках, даже несмотря на затертый глушитель. Но именно этих двух кликов вам и не будет хватать, так как передняя подвеска на 797-м монстре нерегулируемая. Только регулировка отбоя на заднем моноамортизаторе. Извините, господа, но у покупателей должна быть мотивация на приобретение старших моделей компании. Хотя для тренировок и развития начальных спортивных навыков 797 подходит прекрасно. Очень правильный, дружелюбный мотоцикл. Да и резина Pirelli Diablo Rossa 2 в стоке позволяет очень многое. Илья, слушай, ну я все равно думаю, что мой мотоцикл намного круче, чем твой. Ой, ну ладно. Не, ну смотри, руль узкий,
центр тяжести очень низкий. И благодаря этому рулится он, очень легко. Дружелюбность потрясающая. Я влетаю в любую пробку, на очень высоком темпе, и я успеваю обрулить любые препятствия, которые у меня на пути возникают. Ну, есть такое. Слушай, но с другой стороны, места для рослых парней, для габаритных товарищей, там, в общем-то, не так уж и много. Ну вот да. А потом, смотри, немаловажная вещь. Подвеска и рама откровенно простые. У монстра потенциал в подвесках-то ого-го. А что ж ты тогда в городе и на Фирсановке от меня отстаешь? Ну, если бы глушитель повыше был и руль поуже, да. Вот как раз про это я и говорил. Кавасаки — это идеально сбалансированный мотоцикл. У него все узлы и агрегаты дополняют друг друга, и ни один не выбивается из этого хора. Ну, дружище, но смотри, зато монстр — это Дукати, это большой мотоцикл. От 1200-го отличит разве что профи. Опять же, двигатель. Двигатель тяговитый. За счет удлиненной трансмиссии максималочка-то будет побольше, чем у тебя. Подвески в стоке настроены фантастически. Любой лузер оценит. Тормоза вообще фантастика. Это ж Брэмбо. Потом понт-фактор. Не забываем это. Понт-фактор. Любой барыга у ларька, он знает, что такое Дукати. Ну а теперь посмотри, твои чудесные подвески и твоя очень жесткая рама упираются в широченный руль и низко висящий глушитель. Поэтому и на треке, и в городе ты везде от меня отстаешь. Андрюх, зато напрямике. Опа! Ну, если считать после 150, то да. И еще, самое главное, Кавасаки на 100 тысяч дешевле. Ой, ну ты еще скажи мне, что это доплата за бренд. Нет, в данном случае я полностью согласен. Дукати собран из более дорогих компонентов. Здесь даже я спорить не буду. А я о чем? И тормоза, и вилка. Они стоят денег. Согласен. Ну ладно, это все цветочки. Ты мне расскажи, какой следующий мотик брать будешь? Слушай, я, наверное, в мотоцикл что-то наигрался уже. Да ладно. Да меня тут еще товарищ зовет на регату в Хорватию. Слушай, а я тоже хочу. Когда? Через недельку. Блин, я денег не успею собрать. Давай займу. Слышь, Рокфеллер, а у тебя откуда? Я тут мотоцикл на продажу выставил, завтра забирают. Да ладно? Красавчик, слушай. Ну давай, рассказывай тогда. Сейчас расскажу.